Всем привет! Мы продолжаем. Сегодня будем, я думаю, не сегодня, в смысле, будем работать над следующей страничкой. И так, что мы видим? Upload и download, то есть страница проверки загрузки и скачивания изображения. Ну, если кто уже смотрит мои, так сказать, курсы повествования, то, наверное, уже пощелкал, посмотрел, что видел такую страницу. И если, мы нажимаем на Download, у нас скачивается изображение некое. Ну и если мы выберем файл, нажимаем «Выбрать файл», то у нас открывается наше диалоговое меню, диалоговое окно операционной системы, в моем случае Windows, где мы можем выбрать, найти и выбрать нужный нам файл. И при загрузке его у нас он отображается здесь, то есть его как бы fake path, то есть типа он загружен. Ну, с одной стороны, казалось бы, как тут что тут автоматизировать, но инструменты для этого есть. Если сказать в двух словах, то очень часто можно файлы загружать просто путем вставки пути из своего компьютера в браузер. Ну, то есть нам не нужно специально ждать, пока откроется окно, мы его как бы, это в случае загрузки файла, мы его как бы обходим и сразу будем использовать и добавлять его в input. Вот. Ну а при скачивании файла мы будем тоже пользоваться таким подобным способом. В общем, сейчас все увидите. Так, ну и для начала, что нам нужно? Я думаю, вы все догадались. Это, конечно же, нам необходимо создать наши основные базовые моменты. То есть наш класс нужно создать. Вот. Ну, давайте сделаем это. То есть здесь у нас, так, лишнее сейчас позакрываем. Вот, значит, у нас что? Класс мы назовем классический. То есть тест, upload and download. Так, здесь у нас ничего нету. Далее у нас будет тест. Первый тест у нас будет upload файл. Второй тест это будет download файл. Ну, опять-таки, все достаточно логично. Ну и download файл. Пока оставим так. Не будем, значит, дальше погружаться. Следующий момент. Здесь мы... Ну ладно, что-то я погорячился. Сделаем, как всегда, нашу любимую... Наш любимый шаблончик. Здесь будет такое длинненькое название. Вот. Сразу ссылочку. Далее здесь создаем наш класс pageom. Наследуемся. Так,
Далее. Ну и на самом деле у нас будет состоять это все из двух методов. Метод будет, который будет загружать файл, а другой будет скачивать. Вот, поэтому ну, начнем с загрузки файла. Он такой поинтересней. В принципе, они все интересные. Когда я столкнулся с этой задачей, тоже как бы сразу прям сходу не понял, конечно, как ее решать, потому что раньше я с таким не сталкивался. Как бы в плане автоматизации мне не приходилось там что-то добавлять, скачивать файлы. Вот, ну, опять-таки расширил немножко свои умения. Вот. Как вы понимаете, я уже написал фреймворк, и просто так как это уже было, ну, как бы я считаю, это хорошая практика, в том плане, если бы я написал бы, например, вчера этот метод или функцию, ну, этот тест, а потом сегодня же записывал, то как бы знания были бы свежие, и я, можно сказать, в большей степени на автомате все писал. Вот, ой, немножко заговорился. Вот. И, соответственно, эффект был бы такой, то есть просто я бы переписывал и все. А пока, когда я уже написал весь фреймворк, только приступаю, начиная с самого начала, знания как бы немножко расплылись. И сейчас в некоторой степени у меня, когда я смотрю на свой код, я все равно вспоминаю, думаю, как это, что работало. Хоть у меня уже есть написанный мной пример, но в любом случае, мне кажется, так более натурально получается работа, имитация работы. Естественно, если бы я сейчас с вами вместе с нуля прям писал, то, конечно, это заняло бы очень много времени. Но в любом случае я периодически делаю какие-то ошибки и пытаюсь их исправить все вместе с вами. Но в любом случае пытаюсь рассуждать так, как будто я пишу это в первый раз. Итак, первое, что нам нужно, то есть если нам нужно загрузить файл, мы прекрасно представляем, что, то есть какие у нас варианты. Мы можем взять и придумать здесь файл какой-то. Некий файл будет, например, там называться файл testfile.txt. И буду его выбирать и туда добавлять. Так можно сделать? Можно, конечно. Но это будет не совсем правильно, потому что у нас будут файлы, получается, один и тот же. Может быть, с ним работает, и с другими не работает, кто его знает. Вот. Я не буду экспериментировать и делать там генерацию рандомных форматов, но я буду делать рандомные файлы, которые будут создаваться и удаляться. По крайней мере, я это попробую сделать. Честно говоря, я не помню, как там это у меня работало. Вот. Ну, будем сейчас вместе с вами смотреть. Первое, что нужно сделать, логично, это создать генерацию файла, и будем это делать мы в генераторе. Ну и так и назовем без прикрас generated file. Чтобы создать файл, мы можем использовать такое, как метод функции open, которая нам позволит, которая принимает в себя файл и мод. А обычно у нее написано read, то есть R, что обозначает read. Вот, соответственно, open for read, то есть для чтения. Она установлена по дефолту. Если нам нужно записать что-то в файл или, например, ну, как бы создать там этот файл, что-то туда добавить, мы можем его как бы использовать сразу в. То есть я напишу, ну, грубо говоря, вот, давайте вот сейчас немножко скажу. То есть у нас здесь будет pass. Я сделаю pass абсолютный. Вот. У меня будет, значит, у меня лежит все, то есть у меня будет вот здесь вот это храниться. У меня файл будет лежать вот здесь. То есть прям тут же. Он будет тут появляться, а потом типа закрываться, короче. Вот.
Так, файл, прописываем путь сюда. Да что ж такое? Так, E. Затем у нас где это лежит? Еще раз, что я подзабыл. E Automation QR курс. Ну понятно, у нас тут в корневом. Можно здесь посмотреть. Вот у нас здесь написано Automation QA курс. Automation QA курс. И пусть будет здесь файл. Файл. Тест. Тест будет. Ну и я F сделал F строку, потому что я хочу, чтобы у меня рандомные были числа. Ну пусть будет там от 0 до 999. Вот. И все это будет в формате текста. Видите, у нас тут символы плохо сработали. Тут надо их экранировать. Но можно их не экранировать, а просто добавить R здесь как регулярка. Типа регулярное выражение. Regex. Regular expression. Вот. Ну и вот смотрите, то есть мы пишем сюда, то есть мы открываем файл по вот этому пути, который указали, и еще раз смотрим, то есть у нас вот открыть диск на файле и обновить его, либо там прочитать, записать. То есть я поэтому использую здесь метод будет w с плюсиком. Дальше после этого нам нужно, мы условно туда мы должны что-то заполнить, этот файл. Файл, как бы, чтобы прям вот максимально было похоже на адекватный файл. Ну и там наша любимая Hello World. Ну и также сделаем здесь рандомчик, почему бы и нет. Вот. Дальше файл мы закрываем. Вот и возвращаем. Возвращаем файл name и возвращаем path. Таким образом у нас как бы мы сгенерируем. Сейчас посмотрим, что там, как это у нас будет выглядеть в пейдже. То есть первое, что мы как бы инициализируем, добавляем сюда наш файл. И, естественно, это будет только не generated person, а generated file. И сейчас мы его себе заимпортируем. Переходит, все окей, все работает. Далее нам нужно что? Я не заимпортировал сейчас. Мы сейчас проверим, вообще будет ли создаваться этот файл так ради интереса. Сюда мы запишем, значит, так, upload. Так, все мы должны заимпортировать. Вот. Пусть будет upload page, поскольку мы здесь конкретно с upload работаем, чтобы у нас не было. Значит, мы это открываем и потом upload page. Ну ладно, нет, у нас upload и download. Так напишем. И у нас upload файл. Все верно, все верно. Сейчас посмотрим. По идее, после вот этой некой манипуляции у нас здесь должен появиться файл. Вот, сейчас посмотрим. Может быть, будет ошибка, как обычно это бывает. Может быть и нет. Сейчас посмотрим.
Ну вот у нас появился файл, который хранит в себе hello world 60. Файл 667. Ну, конечно, он нам не нужен. Да. Ну, хорошо, работает. Уже неплохо. Двигаемся дальше. Здесь нам уже понадобится ну, кнопочка, куда нам это все сохранить. А если быть точнее, не прям кнопочка, а input именно. Вот, поэтому сюда мы пишем upload файл и смотрим. То есть поймите, нам нужен не label, точнее, не просто, как мы можем добавить сразу в input. У нас есть отличный input. Так, у нас там кто-то ремонт затеял. Если вы слышите, то прошу прощения. Но не прерывать же замечательное это действие записи курса из-за ремонта. Тем более, который не относится ко мне. Ну и к вам, соответственно. Так, что там у нас? Input, правильно? Input, оп, оп. Вот, мы получили, хорошо. Так. И нужен нам input. Правильно, все без всяких проблем. Так, хорошо. Далее идем дальше и все это запихиваем. То есть self, по классике элемент из present, потому что нам не нужно кнопочку нажимать, нам нужно туда просто пихнуть файл в этот input. Хотя, возможно, ну так как он в любом случае будет нам виден, честно говоря, может быть, я ошибаюсь. Может быть, нам нужно, чтобы мы видели этот файл, но в любом случае будем видеть. Ну, давайте я оставлю это на вашей совести. Можете проверить и сказать потом. Кстати, вот обязательно хочется уж как бы у меня прибавляется немножко людей, которые меня смотрят. И если вы смотрите не подписаны, подпишитесь. Вам это ничего не стоит, мне будет приятно. И лайкайте обязательно, вот, чтобы я видел, что, ну, если вам нравится, если что-то не нравится, можете написать в комментарии. Я принимаю, в принципе, любую критику, но кроме критиканства. А что такое критика или критиканство, можете погуглить. Очень интересная информация. Смотрите, мы вот здесь вот добавляем файл, то есть мы отправляем путь к файлу туда сразу в input. Давайте проверим, изменится ли, то есть я здесь еще напишу timeslip 5, изменится ли у нас, добавится ли у нас файл, в общем, так или иначе. Допустим, посмотрим. Опа, файл наш появился здесь. Класс, класс. Тут есть он. Так, у меня не то открылось диалог, я не успел. Ну ладно, в общем, у нас файл появился, все появилось. Отлично, отлично, я думаю. Но представьте себе, сейчас вот так вот я буду запускать, или мы там сделали, положили все дело на сервер, это работает, крутится. А потом случайным образом окажется, что там тысячи и тысячи файлов, и это как-то неудобно, да? Поэтому я предлагаю сразу после того, как файл создается, удалять его. Ну и удалять это легко, то есть мы, используя os, есть такой remove. Вот, то есть мы говорим операционной системе, вот этот путь, который я сейчас укажу, удали. Вот, то есть удаляет файл. Вот, поэтому нам как бы этого достаточно. Вот, значит, так, не то. Вот, ну и давайте тогда проверим еще разок. Будет ли он удалять это все дело или нет, и если будет,
будет ли у нас правильно все работать. Ну и, конечно, наш любимец TimeSlip. Файл 61. И файла нет. Ура! Но ведь все получилось? Получилось. Я думаю, это прекрасно. Очень, очень приятно за этим работать. Ну и теперь что нам нужно сделать? Как вы видели, у нас есть файл. Если мы сюда добавляем, у нас файл здесь появляется. И тут файл. Да идишь ты. Ладно. В общем, короче, черт возьми. Давай, requirements. Так, вот. Вот у нас написано, есть ID, uploaded, то есть в прошедшем времени уже загруженный файл path, путь к файлу. Вот мы его видим. Что нам остается сделать? Нам остается вытянуть эту строчку, чтобы мы поняли, что файл загружен. Поэтому мы сохраняем наш ID-шник. Запоминаем, что это у нас P, paragraph. И добавляем это в locators. И мы напишем uploaded file. Uploaded. Пам-пам-пам-пам. Все, готово. Далее нам нужно сюда это дело сохранить. Я думаю, здесь вы уже понимаете. Тут здесь, конечно, нам нужен элемент present, locators и uploaded file. Ну, давайте, чтобы вообще прям разграничить, изменим его на uploaded result. Вот, все, теперь мы изменили. Да, вы можете менять там через... ну и, конечно, текст. Нам нужно понять, что же там берется за текст. Потому что как мы поймем, если мы... Как мы поймем, если мы не поймем? Понимаете? Вот. Поэтому... Так, сейчас надо подумать. Нам нужно, смотрите, какая тема. Нам нужно... Что мы сделаем? Мы в этой функции передадим файл name, то есть наш весь путь файла, и текст, который там появился. Эти значения нужно отформатировать таким образом, чтобы нам наши искомые остались. То есть мы знаем, что файл name Так, подождите, я что-то сделал не так. Вот, кстати говоря, я вот сейчас переписал, вам ничего не прокомментировал. Вот это файл name, он нам позволяет взять имя файла. То есть это такой метод, который вызывается файл, вот, который у нас есть в open. И мы можем взять name. То есть вот это path, путь его и файл, соответственно, name. Давайте посмотрим. То есть мы здесь сюда передадим. Мы принтуем файл name и принтуем текст. Вот, чтобы посмотреть, что там происходит. Ну, по идее, конечно, так как я весь этот путь пихаю, типа называю так файл, может быть, ну, я не помню, я, честно говоря, забыл, каюсь. Сейчас он быстренько пробежится, и мы посмотрим, что там за результат у нас есть. Ну да, все-таки я был прав. У нас как бы файл name это просто наш пас, который мы туда отправляем. Ну, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать, ну, я думаю, вы понимаете, мы делаем сплит по
косой черте по слэшу у нас все это разделяется, и мы знаем, что у нас файл всегда находится в самом конце. И что у нас путь состоит из трех, получается, у нас 3 слэша будет всегда. Ну, в моем случае вы смотрите по своему усмотрению. Можете сделать по крутому, там, через разные, там, сразу корневой элемент, то сюда. Но я показываю достаточно просто прозрачно, чтобы было понятно. А вам задание: сделайте обязательно по особенному пути, чтобы они были максимально универсальными. То есть, куда ни их сунь, везде будет универсально. Вот. Потому что я же буду это все коммитить в гид, и, соответственно, все эти пути, они будут там. Там вам надо будет уже по-своему заменить. Ну, хотя просто, смотря там какой диск, не диск, да, немножко, конечно, здесь коряво, но это отличный способ самостоятельно оптимизировать код. Одинаковые файлы, но у нас, значит, слэши. Давайте сделаем, что у нас будет. Не будем по много раз запускать, мы просто обратимся к нашему не так давно созданному файлу debug и напишем data1. Вот, таким образом. И, ну, как мы будем пробовать, давайте попробуем. То есть мы берем и принтанем, что получится, если мы сделаем, ну, нам же нужен один слэш, вот, но он экранируется. Можно сделать так, можно попробовать сделать так. Сплит нельзя, регулярные выражения. Вот. Ну, попробуем его экранировать. Так, а если несколько? Вот сразу, оп, экранируем. Оп, ошибка, экранируем. Ну, вы поняли. Ну и давайте запустим. Вот, получается раз, два, три. То есть 0, 1, 2. Текст файл. Далее смотрим дата. Ну, 2. Дата 2. Сплит. Опять запускаем. Все. Ну и, соответственно, у вас будет, допустим, это проверка, что дата... Они у нас все равно в конце. Мы будем делать через -1. То есть мы сделаем дата 1. Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ой, ты, может быть, что ты ругаешься? Пам-пам-пам-пам. Так. Что-то я херню натворил. Вот, соответственно, все проходит хорошо. Ну, я сейчас, конечно, чтобы прям вот убедиться, еще сюда пихну. Ну все. Теперь у нас все хорошо. Теперь что нам надо сделать здесь? Значит, мы делаем return. Pam. Здесь мы пишем file name. Тут мы пишем текст. Так, окей. И в тесты мы пишем, здесь у нас тоже file name. И, ну, result пусть будет, почему бы нет. Ну и делаем assert, что file name равен result. Ну, давайте попробуем, проверим.
Зря мы, что ли, все это делали тут. Ой. Произошло чудо. Тест прошел.